Всем привет и хорошего настроения! За последнее время в среде бюджетных квадрокоптеров появилось уже немало дронов с механическим подвесом камеры, и ими уже особо никого не удивишь, разве что качеством. Сегодня мы рассмотрим две интересные модели от бренда JJRC, которые выделяются среди других своих собратьев некоторыми аспектами. Начнем мы с JJRC X15 Dragonfly, то есть стрекоза. Этот квадрокоптер сразу бросается в глаза тем, что своим внешним видом полностью оправдывает название. Его фронтальная камера в виде головы и лучи, расположенные крест-накрест и смещенные вперед от центра, очень напоминают стрекозу в полете, которая высматривает себе добычу. Сразу обращу внимание на камеру. Ее основная фишка в том, что она может поворачиваться по вертикали на угол до 170 градусов, то есть можно снимать то, что находится сверху коптера. Это будет полезно при полете, например, под какой-нибудь аркой, мостом или еще чем-то подобным. Поворот можно осуществлять дистанционно через пульт управления. Кроме того, камера имеет двухосевой подвес. Дрон может снимать видео в разрешении 2К, частотой 25 кадров в секунду, и фото в разрешении 4К. Для записи фото и видео в квадрокоптер можно установить microSD-карту. Помимо основной камеры, как у многих современных дронов, имеется нижняя камера, которая помогает более точно удерживать позицию в пространстве и летать даже в помещении. При полетах в помещении желательно, чтобы поверхность, над которой находится дрон, не была однородной. Грубо говоря, пусть лучше это будет какой-нибудь ковер, а не монотонный пол. Аккумуляторы здесь напряжением 7,4 вольта и емкостью 3000 мАч, что позволяет нашей стрекозе держаться в воздухе около 25 минут. Время зарядки аккумулятора около 6 часов. Моторы квадрокоптера бесколлекторные и позволяют разогнать дрон до 40 км в час. Максимальная высота полета стандартные 120 метров. Дальность видеосвязи до 1 км, в зависимости от модели вашего телефона. Как всегда напомню, что для видеосвязи с дроном вам будет необходим телефон, поддерживающий Wi-Fi 5 ГГц, а именно стандарт, который вы сейчас видите на экране. Если вы не можете найти в настройках телефона информацию о его Wi-Fi модуле, это вам поможет сделать приложение Wi-Fi Analyzer, которое вы можете скачать сейчас себе в телефон и там все узнать. Размеры квадрокоптера в разложенном виде 22 на 8 на 26 см. Управление осуществляется с помощью пульта управления в связке со смартфоном. Также имеется набор интеллектуальных режимов полета, таких как «Следуй за мной», «Движение по орбите», «Движение по точкам», «Управление жестами» и «Возврат домой по разряду батареи» или при потере сигнала. Такая вот получилась интересная и внешне не похожая на других модель. Теперь перейдем к JJRC X17. Этот квадрокоптер бросается в глаза яркими красками и выпускается в двух вариантах расцветки – салатовый и оранжевый. Камера, как и у предыдущей модели, крепится на двухосевом подвесе, компенсирующем колебания во время полета. Разрешение фото 5700 на 4275 пикселей. Разрешение видео 2688 на 1512 пикселей. Нижняя камера для улучшения позиционирования в пространстве тоже имеется. Летные характеристики дрона очень неплохие. Заявленное время полета до 30 минут, при том, что напряжение аккумуляторов 11,1 вольта и емкостью 2850 мАч. Моторы бесколлекторные и позволяют хорошо сопротивляться ветру. Дальность передачи видеоизображения на смартфон до 800 метров, опять же в зависимости от модели вашего телефона. На экране пульта управления есть одна очень полезная функция. Там отображается компас, по которому можно определить, в каком направлении движется дрон. И если видеосвязь потеряна, а она почти всегда пропадает раньше, чем радиосвязь с пультом, а квадрокоптер уже на приличном расстоянии, то с помощью этого компаса можно будет очень удобно им управлять. Высота полета дрона 120 метров. Кстати, если кто не знает, то максимально разрешенная высота полета для подобных летательных аппаратов в России составляет 150 метров. Я, конечно, сомневаюсь, что кто-то будет вычислять высоту, на которой вы летаете, но имейте это в виду на всякий случай. Как практически и все продаваемые сейчас дроны, эта модель имеет светодиодную подсветку для индикации различных своих состояний, ну и для лучшей видимости в небе, особенно в темное время суток. Кстати, X15 Dragonfly тоже не обделен этой функцией, но это так к сведению. Размеры дрона в разложенном состоянии довольно приличные – 43 на 43 на 6,7 см. В сложенном же 34 на 22,5 на 10,5 см. Вес 500 грамм. Ну и конечно же в этот яркий представитель семейства дронов зашит основной набор интеллектуальных режимов полета, присутствующих и у предыдущей рассматриваемой модели. Поставляется квадрокоптер в удобном кейсе для переноски. На этом мы, пожалуй, закончим. Ссылки на оба эти квадрокоптера будут в описании под видео. Если этот ролик был для вас полезен, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал.
правильного выбора и отличных полетов. Пока!